У вас наверняка есть знакомый, который все время говорит: «Ай, болит под лопаткой, помни мне, помассажируй». Тогда отправляю ему это видео, а если такая проблема есть у вас, тогда делаем вместе упражнения, которые помогут растянуть, расслабить мышцу и укрепить ее для того, чтобы боль больше не возвращалась. Делаем вместе упражнения для снятия боли и укрепления мышц. Возвращаем телу здоровье, энергию, молодость. И первое упражнение: руки вперед, вдох, руки назад, максимально вверх, сводим лопатки, выдох. Еще раз вперед, вдох, назад, вверх, сведены лопатки, выдох. Обращаю внимание, чаще всего боль под лопаткой появляется из-за мышцы, которая поднимает лопатку, или из подосной мышцы, или ромбовидные мышцы. Сегодня мы будем работать со всеми этими группами мышц, максимально напрягать, давать кровообращение, растягивать и помогать им восстанавливаться. Закончили упражнение. Второе упражнение: здоровая рука за спину, больная рука перед собой под углом 90 градусов. Отводим руку назад, выдох, подводим опять вперед и растягиваем мышцу, закидывая руку через голову под углом 45 градусов к здоровому плечу. Каждое упражнение будем сегодня делать в течение 30 секунд. Если вы чувствуете, что вам нужно больше на какое-то упражнение, вы чувствуете, конкретное упражнение лучше прорабатывает вашу мышцу, нажмите паузу и прорабатывайте то упражнение, которое дает вам максимальный эффект. Закончили это упражнение, и следующее упражнение, назовем его «Властелин колец». Мы сводим с вами пальцы и на счет 4 выдыхаем. То есть 1, 2, 3, 4 выдыхаем и резко разрываем пальцы. Наши пальцы держатся не в смертельной хватке, держимся только кончиками пальцев. Еще раз, натянули, выдыхаем, 1, 2, 3, 4, разрываем руки. В этот момент наши мышцы резко напрягаются, останавливают наши локти. Также обращаю внимание, локти держим максимально высоко. То есть руки разрываются как бы в стороны и вверх. Следующее упражнение: руки вверх, вдох, опускаем руки вниз, выдох. Руки вверх, вдох, опускаем вниз, выдох. Но мы не просто вниз руки опускаем, мы их отводим еще и максимально назад. То есть вверх, вдох, максимально вниз и назад, выдох. Лопатки сводятся. Вы можете почувствовать мягкое растяжение под лопаткой, значит мы попали точно в цель. Если появилось тепло между лопатками, отлично, мышцы начинают расслабляться. Следующее упражнение. Теперь мы больную руку отводим максимально назад, руки вверх под углом 90 градусов у нас, и больная рука поворачивается к здоровой и соприкасаемся кистями. При этом, когда отводим руку назад, максимально напрягаем лопатку, отводим ее максимально назад. То есть, когда мы руки соединяем, максимально растягиваем наши мышцы возле лопатки, когда отводим назад, максимально эти мышцы напрягаем. Следующее упражнение точно такое же, как было предыдущее «Властелин колец», только теперь больная рука опускается вниз. Мы с вами сцепляем пальцы, на счет 4 выдыхаем и резко расцепляем наши руки. В этот момент вы чувствуете натяжение ваших мышц в тот момент, когда растягиваете пальцы, и резкая остановка отведения рук максимально мобилизирует эти мышцы в работу. Боль под лопатками, она появлялась на протяжении месяцев, на протяжении лет, поэтому нам нужно теперь максимально укрепить мышцы, которые спазмированы, максимально дать кровь. Вы молодцы, опускаемся теперь на пол, становимся на четвереньки, больную руку отводим назад вверх, максимальное натяжение, и на выдохе прогибаемся вперед, опуская руку под вторую руку. Вытягиваемся, растягиваем все мышцы вокруг лопатки. Снова здоровую руку вверх, оттягиваем, напрягаем мышцы вокруг лопатки, под лопаткой, и снова их вытягиваем.
Если чувствуете легкую усталость, так и должно быть, идет укрепление стабилизаторов. Закончили это упражнение, теперь присаживаемся на наши ноги, руки перед собой и начинаем прогибаться как кошечка. При этом мы сидим. Скрутились внутрь, вдох, прогнулись, выдох. Скрутились внутрь, вдох, прогнулись, выдох. Появляется ощущение симметрии в плечах. Прекрасно. Осанка выравнивается. При этом плечи будто опустились вниз. Это расслабились трапециевидные мышцы. Следующее упражнение. Садимся, ноги ровные перед собой. Нога со стороны больной лопатки перебрасываем через здоровую ногу. Больной рукой, локтем упираемся в колено и начинаем сильно давить на колено. Таким образом вы почувствуете боль как раз таки в тех мышцах, которые у вас болят под лопаткой. Статически давайте поддержим хотя бы 20-30 секунд, пусть они болят. Давайте усилим приток крови и мобилизируем эти мышцы. Замечательно. Следующее упражнение. Ноги поднимаем вверх под углом 90 градусов, руки широко расставлены. Ноги отводим в сторону, противоположную от больной лопатки. Теперь больной рукой поворачиваемся и соприкасаемся со здоровой рукой. Кисти соприкасаются. Когда соприкасаем кисти, у нас максимально вытягиваются наши мышцы вокруг лопатки. Когда отводим назад, максимально напрягаем эти мышцы. Делаем таким образом тоже 30 секунд. Если чувствуете, что это упражнение вам очень помогло, можете делать дольше. В конце лягте на пол, просто отдохните хотя бы 30 секунд, а лучше минуты 2-3. Обращаю внимание, боль под лопаткой появлялась на протяжении месяцев и лет. Для того, чтобы с ней справиться, вам нужно укреплять мышцы под лопаткой и вокруг лопатки на протяжении длительного времени. Делайте эти упражнения каждый день хотя бы на протяжении следующей 1-2 недель.